сборочка у нас будет на основе карт России. Снова для версии 1.49, но уже с обновленными российскими просторами. Плюс, ребят. Так, где же у нас российские просторы? Так, ищем, пролистал. Все, я пролистал, ребят. Российские просторы. Вот она карта. Версии 13.1 для 1.49. Как вы можете заметить, я уже тут еще одну сборочку для вас подготовил. Но это потом. Сейчас я для себя шпаргалочку сделал, так что с вами, скажем так, в прямом эфире будем все это смотреть. Итак, первый файлик у нас Сибирь Map 2.7.0. Затем Казахстан обновленный. Идет он для версии уже 1.49. Команды группы ВКонтакте Добро едет. Модель Dev. Далее Южный регион 12.2. Дальше ставим Волга Map. Сейчас убираю, ребят. Это вы все увидите потом. Пусть это будет небольшим спойлером, скажем так. Как вы можете заметить, очень многое убираем. Далее у нас пошли, значит, Русмап, модель, Map, DF. Как раз таки российские просторы 1.49. Соединение Тюмень-Тобольск. Это в обязательном порядке соединение российских просторов с картой Сибири. Киров Map версии 1.5, ребят. У нас устанавливается замечательно, вообще работает. И теперь есть соединение как раз таки Киров с российскими просторами. То есть у нас есть прям дорога через весь Киров, да, через Сибирь можете проехать и выйти на Москву и так далее и прочее. Значит, два контура и файлик Speed of the Snow. Это у нас, если вы не используете мод на иконки, то, скорее всего, вам очень пригодится файл двух контура, потому что под снегом, если не будет видно, допустим, который располагается, да, на земле, вот этот контур, где вам нужно остановиться, разгрузиться, либо загрузиться, то рекомендую его поставить. Точно так же Speed the Snow, это отвечает у нас модик за скорость на снегу. На карте российские просторы есть места очень заснеженные. Если вы его не поставите, то ваша скорость там будет очень-очень маленькой. Ну, как бы не всем это комфортно. Если нравится, то, пожалуйста, можете вообще, в принципе, не использовать эти два файлика. Посмотреть и добавить вы можете их в любой момент. Обновление контента, в принципе, не происходит. И даже ваш маршрут, да, он не поменяется от этого, ребята. Также в эту сборочку мы включаем еще одну карту. Тундра. Относится она к России, естественно. Значит, здесь вот в описании написано несколько, не то что несколько, много довольно-таки городов, но по факту, к сожалению, не все они появляются. У нас небольшая часть полуострова Сахалин будет. Вот далее мы с вами все это посмотрим. Также карта вне сети, это, скажем так, Заполярье. Некоторые участочки у нас добавляются. Raw Extended сюда я включил. Raw Extended бесплатная версия. Для чего мы ее включаем? Чтобы, ребят, немножко заполнить карту, чтобы она была не настолько пустая. И у нас были соединения как раз таки, чтобы у нас была хотя бы Турция. Было соединение через Южный регион. С ГИЕ сюда включаем также аддончик. Значит, Raw Extended у нас встает 5, 4, 3, 2, 1. Все как обычно. Следом идет SGE аддон. Да, это у нас соединяет, соответственно, Кавказ и Южный регион. Дорожка, вот этот файлик коннектор отвечает. Южный регион, соответственно, Raw Extended. Дальше обязательно мы сюда ставим, ребят, ROEX SR 12, то есть это Raw Extended с южным регионом. И вот это вот мы уберем. У нас должен быть файлик
Русмап. Русмап и RoExtended. Давайте вот так напишем. Извините, на русском. Так. RoExtended. Все ссылочки обязательно будут в описании. Читайте, пожалуйста, внимательно. Итак, SGE, SGE SR, это у нас все коннектор, да, RoExal SR и RoExal RusMap 2.49 соединений. Проект Кавказ. Дальше Fix. Ну, шведские острова мы, в принципе, я их ставлю, как бы вообще без проблем работает. Всегда они есть. Пусть будут, почему бы нет. То есть их всегда можно включить в эту сборочку. И подложка, ребята, ну, у меня, скажем так, немножко, скажем так, обновленная, да, случайно нашел, можно сказать, на просторах интернета, тоже когда смотрел, какие вариации вообще можно по сборкам, что как собрать. Вот, ссылочка тоже будет в описании. Рекомендую все-таки поставить ее. На данный момент она мне более симпатичная, к тому же я ее пробовал в другой сборке, большой, который выйдет чуточку позже. Вот, и она тоже прекрасно работает. Jerry Fullscreen на ваше усмотрение, ребят. Это пожалуйста. Ну и как уже, в принципе, да, вы все уже, наверное, знакомы, да, мод Frosty на зиму, так как у нас в России все-таки зима, снег, холода, прочее, прочее. Скоро Новый год. Так что мод на Frosty, ну, тоже по желанию, пожалуйста. Хотите, ставьте, хотите, нет. Вот, жмем применить. Я сейчас вот все правильно, в принципе, сделал. Судя по своей шпаргалочке. Все сделано правильно. Посмотрим, как раз таки в прямом эфире, так сказать. Версия игры 1.49.2s. 2.6s, прошу прощения. Последняя, актуальная на сегодняшний день. Назвал я как-то так. Россия матушка. По поводу английских названий городов, да, раз уж они у меня здесь высветились. Ребят, по сути, их можно поставить. Это более нужно, наверное, тем, кто не очень ориентируется в название городов на английском языке и пользуется свободной картой. По аналогии с предыдущим моим видео по сборочке, именно карта России, можете прямо и там же их скачать, они никак не изменились. По аналогии можете их точно так же поставить. Я же продолжу. Сейчас мы посмотрим, насколько будет большая загрузка. Вообще сюда можно было включить, например, ту же Road to Asia. Ну, ребят, это по желанию, как бы. Так как сборочку делаю я делаю ее все-таки на свое усмотрение. Вот, а выбирать уже вам. Я говорю, второе видео обязательно, там уже будет включено все, что... Нет, вру. Не совсем все. Скажем так, вся Европа и Азия возможная на сегодняшний день. Вот. Для любителей прям колоссальных мега сборок, где есть и карта, карты Бразилии, различных островов, там вообще, я не знаю, все, вот реально все, что уже можно только придумать и включить в ETS, ребят, я оставлю ссылочку на канал. Очень интересный канал. Это не реклама. Вот, но тем не менее, так как есть любители мега просто сборок, вот, для вас я нашел такого человека, который этим занимается. Вот, у меня же нет столько времени, чтобы прям все это проверить. Реально. Вот, но люди занимаются, зачем я буду отнимать их хлеб, да? Я просто оставлю ссылочку на канал, посмотрите, поинтересуйтесь, вы найдете там для себя, возможно, что-то более новое. Вот так вот. И точно так же, соответственно, там есть все ссылки, то, что он о чем рассказывает, то, что предоставляет, он точно так же все до единой ссылочки оставляет. Ну, вот, в принципе, загрузка не такая уж и большая, сколько, может, минуты 2-3 прошло, да. Вот мы попали в игру, я не знаю, груз я никакой не выбирал, здесь у меня пока нет ни денег, ничего, нахожусь я в Тобольске, скажем так, в Сибири. Вот такая вот огромнейшая карта получилась.
И давайте чуточку более подробно рассмотрим. Начнем, пожалуй, с самых дальних, скажем так, мест. Вот у нас полуостров, говорю, на острове Сахалин, да. Да. Все правильно. Остров. Жаль, самого Сахалина нет, но тем не менее, как бы участок вот Омск, Корсаков, я прошу прощения за название городов, может, неправильно произношу, я как бы не совсем осведомлен. Для меня это тоже даже вообще карта прям вот новая на сегодняшний день. Небольшой участок дороги Ванина-Лидога. Была бы Ладога, вообще бы было круто. Вот. Точно так же, как я говорил про Заполярье, да, Норильск у нас добавился, портовый город Дровяной и еще парочку городов. Это все у нас идет, ребята, Ханты-Мансийск, Сургут, там, Муравленко, Новый Уренгой, это все идет российские просторы. И как раз таки соединение у нас Тюмень-Тобольск с карты Сибири. Следом, что мне очень нравится, Киров. Киров теперь уже карта большая, это Кировская область, и есть соединение с Сибирью, но только на версии 1.5. Ребят, если вы поставите какую-то предыдущую, то, к сожалению, вам придется доставить еще один коннектор. Сделайте это по аналогии с моим предыдущим видео. Но так как вот обновление прошло у российских просторов, теперь есть, по крайней мере, соединение именно российских просторов с Кировом. Плюс соединение с Сибирью и замечательно. То есть, пожалуйста, вы можете проехать прямо. Это очень радует. Ну, в любую сторону, не знаю, можем вот так проехать, можем как-то так проехать, да. Вот все это работает, за исключением, опять же, некоторых тут, скажем, нюансов, да, они, наверное, не знаю, когда изменятся. Это трасса М7, ремонт дороги. Как мне уже тоже, я говорю, меня в комментариях поправили, это извечная проблема, но я надеюсь, когда-нибудь ребята договорятся. И трасса М8. Есть небольшой разрывчик, но все вот обходные, объездные пути, там, может быть, да, где-то чуточку подлиннее, но они присутствуют, и это радует. В карту российские просторы версии 13.1 уже включено у нас соединение Сегежа-Онега, уже включено вот здесь сюда участочек Красный Богатырь. Если вы помните, у нас были там разные добавочные файлы, как бы сейчас они исключены, это замечательно. Не нужен уже фикс с Русмапом, это радует, прям все, соединения четкие везде есть. Ну, время покажет, да, насколько это работоспособно. Вот здесь у нас что, Русмап пошел, Кем, кстати, вернулась на место. Так, что мы можем видеть? Ну, Западные Балканы у нас полностью есть. Raw Extended, я говорю, я включил, потому что у нас сквозной проезд, да, вот скажем, вот есть и через Казахстан, и Кавказ, СГЕ, некоторые страны, да, соединение полностью проходит с южным регионом, и это хорошо. Вот участок территории Украины, как бы это все есть, хотя бы карта заполнена, ребят. Пока вот в данную сборку я не включил Poland Rebuild, но она вышла, и ее мы включим уже в большую сборочку, ребят. Все работает. Шведские острова у нас здесь на месте. Вот, это территория промоцев потом будет. Так, большая карта, катай не перекатай. Вот, и мне же больше, как бы, вот сейчас интересно, я надеюсь, я дождусь, когда мы с вами все-таки проедем какие-то, большинство хотя бы участков и российских просторов, и обновленной Сибири, да, она у нас обновилась как раз-таки, вот, это радует, что у меня трасса, говорю, путь проходит через нее, это как раз обновленная Сибирь, это Богданович, Пышма, участок дороги вот этот сделан, и по-моему, и Аргаяш, по-моему, город еще добавлен. Вот как-то так, ребят. Путь, ну, я же говорю, груз уже, в принципе, выбран. Я уже здесь загрузился и проезжал. Зима пришла очень быстро. Но самое интересное, что, да, у нас появился вот такой вот водитель, но он почему-то постоянно куда-то девает руль от грузовика. Да и пусть он будет. Как бы, в принципе, не страшно. Ой, навигатор есть.
ехать нам путь, так скажем, не близкий, да. Подсветочка. Volvo, кстати, классная. Я очень давно на Volvo не ездил, но вот, может быть, доведется, да, еще прокачусь. Там у нас дружище стоит. Навигатор меня, ой, Road Advisor меня прям вообще радует. Он прекрасно работает с любой сборкой. Блин, это здорово. Да, сюда вот не хватает КамАЗа, какого-нибудь хотя бы К5. У меня есть, ребят. Есть уже, ну, я думаю, вы сами тоже справитесь, найдете, не знаю. Если кому интересно, то напишите. Пожалуй, я ссылочки смогу вам вполне себе предоставить. Вот, ну, а напомню, вы были на канале Симхаус своими руками. Всем пока-пока и всем добра.